Дорогие друзья, приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Всем привет. Сегодня мы вдвоем с Антохой едем в очень интересные места. Помните тот выезд, когда каждый из нас нашел серебро, Антон нашел римскую монету на поле? Едем именно в ту локацию, будем ходить. Сегодня мы вдвоем. Всех с наступающим Новым годом! Поздравляем вас, друзья! Желаем вам мира, здоровья и добра. Кстати, одна небольшая ремарочка. Ребят, вот как вы думаете, вот вы подписаны на канал Рыболов Копатель, нас уже почти что 100 тысяч человек. А какие люди смотрят этот канал? Кто те люди, которые так же, как и вы, наблюдают за нами? Кто они? Сколько им лет? Я вам открою один небольшой секрет. Самый большой слой нашего рыболово-копательского населения — это люди пенсионного возраста, это взрослые, состоявшиеся личности от 45 до 60 лет. Больше всего. Это очень интересно. Есть и очень молодые зрители. И хочу передать привет и поздравить с Новым годом девочку Соню и ее папу Сергея. Кстати, с Сергеем я познакомился очень интересно. Один раз мы с генералом лет 5 назад ходили по речке. Помните те самые времена, когда по ручьям мы ходили и искали? Так вот, в один из таких дней мы шли по реке, у меня сигнал. Достаю коробку, в коробке лежат рыболовные приманки. Воблеры, блесна. Думаю, ничего себе. И она такая уже затянулась илом, такая в тине немного поросла. Я, конечно, люблю рыбалку, но решил написать в рыболовную группу о своей находке. И откликнулся парень. Это и был Сергей, отец той самой девочки Сони, которой мы передаем привет и поздравляем с наступающим Новым годом. Друзья, всем зрителям благодарен за то, что в этом году вы были вместе с нами. И взрослые, и маленькие, и средний возраст. Всем большое спасибо, друзья. Ну а мы отправляемся копать. Пожалуйста, не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте палец вверх и пишите ваши комментарии. Под Новый год каких только чудес не случается, друзья. Отправляемся. Все, поехали. Ребята, еще темно на улице. Время 8:17. Мы рановато приехали. Вот, крадемся к месту, подъезжаем. Лужи такие. Вот туда возьми провианту. Страшная дорога такая, довольно-таки страшная. Все, ребят, приехали. Сейчас будем переодеваться. Пойдем вдоль дороги. Антон опять сейчас Рим какой-нибудь, может быть, найдет. Посмотрим. Да. Ну что, лопаты, приборы. Не понял. Что за... Кто это? Эй! Ты кто? О, бляха. Был он, блин, летел, бляха. Здорово. Я ругаюсь, Ты да? кто? Как кто? С инопланетянами Новый год отмечал. Генерал, это ты, что ли? Какой я? Ты чё? А что с вами стало? Мы куда приехали, а? Копать. Как копать? Я ж был там, А наверху. Что с вашим лицом? А чё лицо? Вы какой-то не похожий. Да нормальные. Ладно, пойдем копать. Все разбежались по углам. Дорога нереальная. Антон прозванивает колею там вдали. Генерал вообще в другую сторону пошел, а я пойду на склоны погуляю, ребят.
Цезаря тема. Смотрите, какие, ребят. Просто бодряк. Держи, какие. Возьму. О, зачет. Спустился вниз. Вот этот ручеек бежит. И он к речке туда выводит. Есть первая находка, друзья. И чтобы вы подумали, это подкова у нас. Смотрите, какая старая. Смотрите, какая большая. О, больше руки. Ну что же, с Богом, друзья. Пойдемте. Речка течет. Воды много. По ее меркам. Зимний период, друзья. Тем не менее, 6 градусов. Тепло. Вот это ж явно от автомобиля какого-то. Элемент кузова. Посмотрите. Причем, что это было? Лобовое? Нет, не лобовое, это, наверное, заднее. Из жести. Надо крутануться тут. Элемент. Видите? Вот это тоже дверь какая-то открывалась тут, или стекло, непонятно. От немецкого автомобиля наверняка, может от Мерседеса даже. Вот это, видимо, зеркало было, может, заднего вида или боковое. Рядом звенело тут. Раздался сигнал под деревом, ребят. И вот, будучи в каком-то цинковом чехле, попадается вот такой приборчик. И значится на нем Auto Knips. Тут какая-то шкала с цифрами, стрелочка. И как будто чик-чик-чик. На самом деле перед нами автоматический пуск для фотоаппарата. За идентификацию и информацию благодарен Карстену. Карстен, как всегда, тебе большое спасибо. Ты всегда помогаешь в определении находок. Сейчас на ваших экранах то, как первозданно выглядел этот прибор. Вот, пожалуйста, смотрите. Гуси полетели быстро как. Клин пронесся. Пришел сейчас на то место, где в прошлый выезд сюда находил прягу и ложку серебряную. Вот со свежими силами там же начал под деревом ковыряться. Вот смотрите, лезвие от ножа. Вот это по ощущениям как будто ручка от ножа. И вот отсюда лезвие выходило. Очень похоже. Вот это что-то, я не знаю, может, стеклорез какой-то был. Вот еще вот такая в виде ракушки. Ручка шкафчика, наверное.
была. И вот туда вот все идет. Розетка, походу. Ну или электрика какая-то. Вон туда все стремится. Вот так же и пряга, правда без накладки, в прошлый раз и лежала. Болты вон всякие. В общем, здесь позанимаемся, ребят. Позанимаемся здесь. Продолжаю вокруг суетиться. И вот сигнал очередной. И ложечка. Латунь. Сейчас щеточкой ее обработаем и посмотрим. Повезу, наверное, парней сегодня в честь наступающего Нового года. Поедем, объедимся с ними бургерами, всякими комбо-обедами там и так далее. Думаю, надо, наверное. Все-таки праздник на носу, год подходит к концу. Как думаете, друзья? Надо вести эту свору. У этих аппетит хороший. Вот такая местность. А там речка. Хороший сигнал был. И обручалка. Как всегда, друзья, по обыкновению медная. Медная. Ну ничего. Ищем дальше. Как там дела у ребят, интересно. Все ж рассредоточились. Тут разлетелось на части. Друзья, смотрите, какой гнутый. Какой-то лючок. Что ли? Это техника была, друзья. Осколок. Ну куда же без меди, ребят? Ну как же мы с вами без меди? Посмотрите, косичка какая. Вытащил ее. Думал сначала, что черная какая-то пластинка. А это просто медная косичка, вся залепленная грязью. Вот такие чудеса, друзья. Конечно, забираем на цветной металл. В копилочку. Кайфец. Кирка. Такая подуставшая. Сейчас еще дальше позвоню. Как будто там еще звенело что-то. Есть сигнал. Свеча зажигания. Бошевская наверняка. Свеча бошевская. Бошу привет, кстати, если смотрит. Жека, здорово.
Ямки за собой закапываем. К чему и всех призываю, кто копает. За свечкой ключ показался. О, с надписями. Даже с надписями. Давайте почистим. Кстати, тот ключ, хром, что-то там. Тот ключ, который Кёнигсберг, его потихоньку щевелкой, в щевелке отмачиваю. Слушайте, ну этот такой никудышный, ушел, сталь съедена. Ну, надпись, ничего примечательного. Хром и хром. Без каких-либо привязок, поэтому оставим здесь. Да, жесть. Зацеп. Клеймо интересно. Алюминий. Яблоки. Я в шоке. Зима, блин, на дворе. Нормальные. Смотрите, болотина какая. Оба. Железо, ребят. От лошадиной повозки. Сигналы еще есть. С деревом еще. Лайкосы. Непонятно, это как рессора типа. И вот тут эту еще стремя выкопал стальное. По меди идем, ребята. Идем по меди с вами. Вот так вот. С какого-то движка. Антохе позвонил сейчас. Говорит, пуговицы, люверсы, пару монеток. Но он по дороге чисто ходил, по верху. Генерал вроде подтягивается еще. Сейчас узнаем, что у него там. Дорога идет. Вот рядом вторая. Антон все прочесывает ее в поисках динариев.
Опа. Опа. А вон еще один охотник за Римом. Смотрите, смотрите. Говорят, генерал что-то нашел. Сейчас будем смотреть, друзья. Ну, не мог же у нас предновогодний выезд без находок быть. Скажешь, ребят. Антоний. Поработал ты неплохо, я смотрю. Весь. Вон, главный идет. Звеньевой наш этот, не мутант, как его. С пришельцами нагулялся, ему теперь пальцы гнет. Ага. Ой, я туда, поручу, как пошел, куда-то зашел. Так далеко. Ручки старые, видишь? Угу. Что какая-то олово, наверное. Нормальная десятка, нормальная такая. Причем там дорога, пятачок будет. Маленький. Все монеты там. И этот. Уже, по-моему, редкая, нет? Наверное, 1,2 миллиона, наверное. Стоит. Не-не-не, 2 копейки 46-го года. Я не видел ни разу. Сколько? 2 копейки. 2 копейки 46-го. Это цветняк. На вот этой дороге, кстати, очень много меди. Да ты чё? Ну вот, где мы шли, это грунтовки накатывали. Будешь резать всех подряд. Вау. Чик-чик-чик. Ручка вздулась. Ага, Чё? тоже. Ну, это не серебро. это Не, покрытая, посеребрение. Монета какая-то непонятная. Прусский этот ксеник, наверное. Феник. Самое главное, доставайте, товарищ генерал. Издеваетесь, да? Ух ты. Вот это красавчик, генерал. Знак за ранение. Пожалуйста. Еще 2 полтинника. Вот он, старичок. Да, и на пришеленец. Ну я там погулял хорошо. Нормально, да? Да. Я их научил, как по-русски Новый год отмечать. А то не знали. А что, вы с ними выпивали даже, что ли, или Еще нет? как. Вау, нифига себе. Много их там было? А на какой планете вы были вообще? Я даже не знаю. Долго были там? У меня, ребят, вот всякий хламец, цветняшки. Вот это только прибор интересный. Кто знает, что такое, пишите. Autoknips. Интересная штука. Колечко, клеммы, зацепы, ложка, пуговица и цветничок. Как-то так. Сегодня генерал у нас красавец. Еще бы. Сейчас повезу вас Нового года. С инопланетянами. С пришельцами тусил всю ночь. Тусил, блин. да. Все, друзья, пришли к машинке. Переодеваемся. Вау, Дедушка Мороз. Не ждали? Смотри, молодец Подарки как. заказывали. Сейчас будем подарки вручать. Вот это Антон, блядь, смотри. Генерал, вы знали про это или нет? Я первый. Сейчас будем по очереди раздавать. Так, Правильно, по старшинству. поехали. По старшинству, значит. Генерал, любите пиво? Опа, уже и не надо в магазин ехать, да, генерал? Не, надо. Ну а Пашка у нас человек не пьющий, Пашке детский сок. О, спасибо большое, классно. Что нужно каждому копателю на кухне? Знаете? Дети. Дети. Правильная бумага. И тебе держи. Спасибо, Антон. Это реально вещи-то нужные на самом деле, Прямо ребят. на десертик там, по трубочке со сгущеночкой. Вау, Дедушка Мороз, спасибо большое. Смотри, классно как. А что самое аппетитное в нашем сезоне 24 было? Что мы делали самое вкусное Шашлыки. на копе? Тушенку жарили. Точно. И сразу и бумага, и тушенка. Дед Мороз раздает подарки. Блин, сегодня вообще, друзья, кайфуем. Спецом от жены Деда Мороза. Вау. Вообще кайф. Сказочного Нового года. Лера, спасибо большое. Спасибо, да. Классно. Вообще кайф. О, еще и перчаточки. Вот это, Антоний, спасибо.
Так что еще не переключайтесь. Мы сейчас поедем еще доланем бургеров там. Корпоративчик новогодний. Да, легкий корпоратив у нас такой. Контора будет. пошли. Да. Время 15:47. На улице уже сумерки ложатся. А мы едем кушать фастфуд. Да, Дед Мороз? Так точно. Калининград. Южный вокзал снова. И мы снова, друзья, будем сейчас питаться. И перед вами на фото Кёнигсбергский железнодорожный вокзал. Все, взяли. Ой, ребята, вообще, блин, красота. Ничего не нашли, хоть поехал. Не говори. Не, генерал красавчик. Вытащил выпуск сегодня, товарищ генерал. Так, сегодня у нас... Где ты? Че вы там ржете? Салфетку дай. Мужик, он идет, смотрит, блин, сейчас слюнями захлебнется. Друзья, ваше здоровье, с наступающим Новым годом. За вас, друзья. Салфетку дайте. Ну а что? Че нет, да? Генерал халапеньо схватил, что ли? Ага. Ага. Вот такая, друзья, у нас традиция. Так классно вообще. Все идут, смотрят на нас голодными глазами. Тоже хотят есть. Ребят, халапеньо вообще. Во, обожаю. Остренький. Вообще красота. Пикантный. Вообще классно. Ты любишь, Антон, халапеньо? Да. Я люблю острое. А генерал острое вроде не любит, да? Еще раз, всех, и маленьких, и больших, и старых, и пожилых, всех поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем вам мира, здоровья, добра. Спасибо тем, кто недавно присоединился. Спасибо всем постоянным зрителям, кто давно уже смотрит. Со многими мы никогда не виделись, но общаемся в комментариях. У нас уже одна большая такая приключенческо-копательская семья. Так что, друзья, те, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь. Пишите комменты, ставьте палец вверх. Всем добро пожаловать. Ваше здоровье. С наступающим Новым годом всех. Сейчас пришелец что-нибудь скажет. А вы что, не поздравляете? Сейчас мы поедем, через город проедем и покажем вам Калининград, центр. Какой он красивый у нас. Да, красавец Калининград. Ребят, короче, вот тут Дом искусств у нас. Была его реконструкция, покрытие тротуарное, вот там все это поднимали. И под ним было какое-то, говорят, масонское кладбище. Тут даже останки поднимали, археологи, все. И представляете, пока это все происходило, магазин Виктория мы проехали, в нем пожар был. Потом отель Мортон, в нем тоже загорелось. Вот это вот прям в радиусе 100 метров Вот здесь. с Домом искусств находится. И пожары были в 2 местах. За то время, пока реконструировали парк возле Дома искусств. И он же, как получается, какое-то масонское кладбище. Так что происходили какие-то непонятные дела. Ну, это мы в часть Ленинского проспекта въезжаем. Конечно. Вот это Кёнигсбергская биржа была. Сейчас музей изобразительных искусств. А там музей Мирового океана.
и река Приголя. А вот остров Канта. Кафедральный собор. Эстакадный мост. Гостиница Калининград. Слева торговый центр. А вот место, где был Королевский замок. И уже ныне пустующая после сноса Дома Советов. Пока что там парковка, но что будет, лично мне доселе пока неизвестно. Это гостиница Калининград. Обязательно приезжайте с других регионов, у нас очень много туристов. У всех только самые положительные впечатления. Правильно говорю, Антон? Не вру же я? Конечно, потом по осенью приезжают и квартиры покупают. А время 4:30, наверное, в 5 включают. Там, по идее, фотон должен стоять автоматически. Срабатывать. Барахолка. Не, еще не включили площадь. Ну, елку нет, да. Ну, это... Майк. Ребят, пока на светофоре стояли, начали включать потихоньку. Калининградский государственный технический университет, вот, пожалуйста. Это Калининградский деловой центр. А у немцев что было? Где? Вон они, быки. С яйцами. Красиво очень. Это Калининградский областной драматический театр. По мне, самые красивые елки. Да, классно. Такие, как в детстве были, чисто белые огонечки. И трамваи у нас. Корсары, да, или как они? Угу. Кстати, Siemens. Трамвай? Да, там на агрегатах даже видно написано Siemens. Немецкая фирма. Здесь стадион Балтика у нас и ледовый каток. Подъезжаем к зоопарку. Все рядом. Ну, Калининград небольшой город. Что говорится? Знаменитая гостиница «Москва». И по проспекту Мира мы выезжаем в сторону дома. Еще раз благодарим всех за просмотр, дорогие друзья. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем всего самого доброго, мира, здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Всем пока. Оставайтесь на связи. До новых встреч. Золотые купола.
душу мою радую.